Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшнюю нашу с вами встречу, гадание на картах Таро онлайн, мы посвятим с вами вопросам, какая тайна откроется вам или что вам важно знать прямо сейчас. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Вас ждет общий расклад Таро, который вы можете гадать по вариантам. Вариантов у нас сегодня будет целых 5. И вы можете прослушать расклад от начала до конца. Или выбрать одну или несколько из 5 карт, комбинацию из 5 карт, согласно которой вы откроете себе тайны и получите некие советы высших сил, подсказки, инсайты, возможно, предупреждения, возможно, какие-то инструкции или даже лайфхаки к вашему ближайшему будущему. Гадание обещает преподнести некие сюрпризы, и они могут быть как позитивные, так и не очень, но помните всегда о том, что если вы слышите что-то не очень хорошее, то, возможно, это не ваше, а возможно, это звучит как предупреждение или призыв вооружиться и защитить себя или усилить меры безопасности собственной или безопасности того, о ком вы думаете. И эта безопасность может быть как физическая, так и энергетическая, друзья. Итак, уверен, что вы смогли настроиться на расклад. Мы постараемся в таком экспресс-формате поработать. И колода достаточно такая толстая. Я думаю, что мы ее делить на участки не будем. Если вам трудно сконцентрироваться на какой-то комбинации, поставьте на паузу. Поставьте на паузу. И так, уверен, что вы уже выбрали свой вариант или будете слушать все. Вы сняли с паузы, и мы начинаем. Тайна номер 1, о чем вам важно знать прямо сейчас, если вы выбрали первую карту. Смотрите, а расклад интересен может быть, кто пришел на расклад, женщина, особенно если она весы, или близнец, или водолей. Женщина может быть вдова, женщина может быть разведенная и ищущая отношения. Расклад также актуален, возможно, для тех, и прислушаться в этом раскладе можно тем, кто ищет истину, правду и, возможно, решает какие-то вопросы судебного характера. Также расклад актуален для людей, которые имеют отношение к армии, или вопрос может касаться военных действий, событий и армии, да? Или каких-то силовых структур, особенно полиции, юрисдикции какой-то, документации и разрешительных документов, друзья. Давайте посмотрим, какая тайна откроется скоро в связи с первой картой. Это может быть еще и прогноз, и посыл какой-то, поэтому вот как пойдет из потока, так и будем извлекать карты. Так, первая карта. О, смотрите, хозяйка Медной горы, она же ведьма была, правда? Поэтому здесь речь идет о какой-то, давайте так скажем, ведьме. Ведьме, да, речь идет о ведьме. Возможно, это женщина-ведьма, а возможно, у нее есть соперница-ведьма. Прислушайтесь, ваша ситуация. Так, дальше. Ну и здесь звезда. Очень хорошая карта. Какая-то женщина. И даже если она ведьма или не ведьма, неважно здесь. Помните о том, что ведьма это всегда веданта, это всегда ведающая. Поэтому те, кого триггерит это слово, ну, я вам сочувствую. Так вот, эта женщина идет в принципе правильным путем.
в правильном направлении. Особенно если она идет путем красоты. И эту женщину ждет освобождение и очищение. Звезда — это всегда чистая карта, особенно для женщины. И ее ждет рождение чего-то нового. Это очень хорошие карты, которые сулят какое-то чудесное освобождение от темных сил. Эта карта сулит, и комбинация сулит, возможно, новые отношения. Действительно, рождение новой жизни. Но эта карта здесь больше в контексте цели и достижения цели или осуществления вашей мечты. Поэтому первый расклад уже закладывает хороший фундамент для особенно женщины, которая идет к своей цели, на достижение ее. Особенно если эта женщина идет достаточно долго к своей цели. Если женщина имеет ребенка, то есть неплохие предпосылки своим посылом, своей материнской энергии этого ребенка направить в нужном направлении. Даже если речь идет о родившемся ребенке, и если речь идет о неродившемся ребенке. Хорошо, давайте дальше посмотрим. Что сейчас чувствуете, можете поставить на паузу и написать. Какие еще тайны могут открыться. Вам откроется тайна рождения, тайна вашей судьбы, потому что здесь рождение и рядом аркан. Вот, он так вот. Видите, что написано на карте? Да, это 13-й аркан или аркан смерть. Да? Поэтому здесь откроется тайна рождения, тайна вашей судьбы. Возможно, если у вас идет некая война магического характера, здесь все-таки ведьма, а здесь военные действия, да, война магического характера, вам нужно быть очень осторожной и аккуратной. Особенно не только вам, но и тем людям, о которых вы заботитесь, особенно вашим детям. То есть, если вы схлестнулись с некой ведьмой вдруг, соперницей, то эта война или эта борьба магическая, она может угрожать как вам, так и тем, кто вам максимально дорог, особенно детям. Слышите? Давайте дальше посмотрим, что еще выпадает. Смотрите, у вас критические, или очень важные дни, особенно в этом году, будут на праздник Лита или праздник летнего солнцестояния. Это 19-22 июня. Поэтому, если вы планируете примирение, это будет очень хорошая дата для вас. Если вы планируете бракосочетание, тоже хорошая дата. Дата для зачатия ребенка, прекрасная дата, потому что здесь как рождение и смерть рядом, то есть это появление нового цикла. Дата, когда вы можете провести обряды открытия дорог, чистки, отвязки и установка защиты. Там можно смотреть будет еще моменты, да, но в принципе эта дата, она максимально подходит вам для того, чтобы вы могли осуществить ваши заветные обряды и ритуалы, которые связаны с укреплением, достижением цели, с очищением и так далее. Поэтому хорошо запомните эту дату: 19-22 июня этого года. Это будет летом. Это самый длинный день, 22 июня, и за 2 дня 3 до него. Хорошо, давайте дальше смотреть. Пока что, еще хотел добавить, почему-то вспомнил. Если планируете операцию, то планируйте на эту дату или очень близкую к ней, она будет вам идеальна. Потому что здесь рождение и смерть — это как раз то, что те действия, которые близки с очищением, отсечением, отрезанием, убиранием, извлечением. Особенно если вдруг вы планируете что-то, какие-то негативные
образование убирать из организма, вот вам туда, к лету ближе, особенно вот 19-22 июня. Отлично, хорошо. Ну и смотрите, сам для себя день важен. И идем дальше, двигаемся. Хорошо. Смотрите, идет еще письмо. Вам эта информация, она очень важная. И та информация, которая будет особенно 19 и 22 июня, она для вас будет очень важна. Она долгожданная. Здесь выпадает любовница. Почему? Трудно сказать. Однако я не вижу здесь мужа. Поэтому, скорее всего, у вас открываются отношения или возможность для любовных отношений. Это коридор возможностей для отношений любовного характера, в том числе сексуальным подтекстом. Прекрасная карта. Смотрите, вам прямо важно знать сейчас, и тайна вам открывается, что вам лучше отдохнуть летом. Желательно, возможно, у моря, если вы его любите. И смотрите, здесь отдых, он падает как раз между рождением и смертью. Это говорит о том, что отдых, то есть rest and recreation, да, то есть отдых и восстановление или перезагрузка. Поэтому, если вы планируете перезагружать свою судьбу, или работать с матрицей судьбы, или работать с изменениями радикальными в своей жизни, то планируйте их вот как раз к этой дате. Это будет лучшая дата для вас, чтобы перейти некий порог рождения и аннигиляции, то есть изменения в своей жизни. Поэтому в этом году, и вам важно знать об этом, сейчас я сделаю немножечко, разгорелась у меня здесь, видите, это свеча, я извиняюсь, сейчас нужно ее потушить, иначе я тут делаю беды, как говорится, да. В этом году у вас важный год, который может перезагрузить вашу жизнь, изменить вашу жизнь. И вам нужно быть готовым и готовиться именно к летнему периоду времени. Давайте еще посмотрим. Ну и 2 февраля уже прошло. Вот. А 2 февраля, это можно сказать, что вы смотрите практически расклад сегодня 6 число, а 2 вот. Поэтому смотрите, это некая такая точка отсчета, где темные силы покидают, да, этот мир. То есть вам важно знать прямо сейчас, что вы практически в имболк смотрите этот расклад. И вы отталкиваетесь, по сути, от этого расклада и идете собственным путем собственного магического намерения. Скорее всего, вот эта карта — это ваш аватар вашего волшебного магического превращения, преобразования или перевоплощения в новую личность, которая идет путем перерождения. Перерождение во всех аспектах, которые вам важны. И это перерождение дает вам полную физическую и духовную трансформацию, благодаря которой вы сможете быть другим человеком. Особенно если вы находитесь в женском теле, да, в аватаре женщины в этом мире. В принципе, карты классные, и если у вас идет борьба и война магического характера, то, скорее всего, она может закончиться к лету. Окей, друзья. Ну, вот такая вот тайна откроется вам скоро. И мы движемся с вами дальше к позиции номер 2. Карты, которые уже были, они повторяться сегодня не будут. Позиция номер 2 актуальна для человека, у которого тяжелая судьба, никак не заканчивается какой-то кармический период в его жизни, дела идут тяжело, хочется что-то закончить, но или невозможно, или все никак не получается, есть какая-то обязанность, есть какое-то принуждение, возможно, служба, которая прям, или работа, или обязательство, которое прям не клеится, или не входит ни в какие ваши планы. В общем, человек с тяжелой судьбой, который стремится что-то закончить, как минимум стремится, но у него не всегда получается, или это крайне трудно сделать.
Скорее всего, это разговор идет о мужчине, но и для женщин этот расклад тоже актуален, особенно если есть какие-то кармические отношения. Первый расклад, первая позиция. Что важно знать сейчас? Вам нужно копить силу. Возможно, ваши испытания, они были не очень легкими, да, но и вас ждут еще не менее тяжелые испытания. То есть вам нужна сила как минимум. И если вы чувствуете, что вы не справляетесь, то вам нужна уже, возможно, и поддержка какая-то. Вот. И вы вынуждены быть сильным человеком. Но знаете, смотрите, какая тайна открывается. За ваши страдания, возможно, за ваши испытания, за вашу нелегкую судьбу, судьба вас благодарит или одарит чем-то. То есть вы не просто так тянете эти 10 жезлов, вы не просто так тянете лямку или судьбу свою, да, как бы проживаете. Вам нельзя сейчас взять это и бросить. Слышите, да, о чем я говорю? То есть вам нужно доносить это до конца. То есть вам важно донести эти 10 жезлов до вот этого города, который на заднем фоне, да, там туда. То есть нужно доделать, нельзя бросать. Если вы доделаете, вас ждет эта карта. Хорошо, давайте спросим, а если вы не доделаете, тогда что вас ждет? Вы все равно доделаете. Или вас ждет очень долгое, томительное ожидание чего-то, к чему вы перейдете от того, что вы бросили. Слышите, да? То есть, или вы доделаете и будете вознаграждены, или вы не доделаете, и то, что вы туда, куда вы пойдете от того, что вы не доделаете, вы будете ждать еще неизвестно сколько. Тут вы, в принципе, за шаг до окончания, если бросите сейчас, не получите приз и попадете в еще дольшую ситуацию. По сути, вы как бы будете, ну, таким образом наказаны. Хорошо. А сколько вам еще идти? Давайте спросим. Сколько вам еще идти? Пока не почувствуете именно боли, возможно, боли в позвоночнике. Смотрите, здесь идет десятка жезлов, а здесь прям травма идет. И видите, она вот такого характера здесь. Скажу так. Я вам могу сказать, что вижу я здесь 6 ножей. Поэтому здесь нужно понимать, какая у вас перспектива. Возможно, это цикл из 6. Соответственно, это может быть 6 лет, 6 месяцев и 6 дней. Учитывая то, что здесь 1, 4, 6 и шестерка здесь тоже есть, поэтому шестерка здесь самая главная цифра, которую я отслеживаю. Хорошо, давайте спросим, что может помочь в этом раскладе, да, потому что здесь как бы нужна помощь. Медведь говорит, нужно думать о помощи. Что может вам помочь в этой ситуации? Что может помочь в этой ситуации? Ну, смотрите, здесь треугольник, он больше как бы про отношения, но это объединение усилий. Я скажу так, если есть возможность у вас привлечь к тому, что вы несете, или к тому физическому усилию, которое вы прилагаете в достижении этой цели еще людей, то это было бы неплохо, потому что треугольник это просто умножение людей. Если вы находитесь в треугольнике, вдруг по вот этой карте, и вы так вот гадаете, и как раз и вам срезонировало, то вам, скорее всего, нужно еще, вот что вам может помочь, вам нужно еще подождать, прежде чем вы выйдете из треугольника, или прежде чем он как-то решиться, да, то есть вам по сути как бы нужно пребывать пока в этом треугольнике. Все-таки видите, здесь мужчина, да, один,
женщина, и они как бы все вместе. Поэтому вам сейчас прерывать отношения, ну, вы не готовы еще, у вас либо нету сил, либо просто еще, если вы сейчас выскочите, вы еще будете еще и жалеть об этом. Поэтому, учитывая ту концепцию, что все происходит своевременно и все нужно делать вовремя, слышите, да? Все происходит своевременно, но и делать все нужно вовремя. Вам, если вы находитесь в треугольнике, покидать его пока не нужно. Услышьте это. Это тайна. Хорошо. Давайте тогда спросим. Раз вам не нужно покидать этот треугольник, да, то, ну, а тогда что, если вы не покидаете? Как раз тайна, вам и не надо знать тогда что. Наверное, стоит остановиться. Хорошо. Тогда давайте спросим, как минимизировать ту боль или за счет чего минимизировать ту боль, которую вы получаете в процессе пребывания или в треугольнике, или в процессе преодолевания вот этих испытаний. Что может обезболить вам? Здесь нужно понимать, насколько вы толерантны к темным энергиям или к светлым энергиям. Поэтому, если вы человек светлый, то вам темные энергии не подходят. Здесь князь тьмы, но это сам дьявол, да, по сути. Поэтому, ну и жезлы тоже, кстати, о дьяволе, об огненных стихиях. Поэтому я скажу так, чтобы минимизировать боль, вам нужно тянуться к тем энергиям в эзотерическом подтексте, контексте, к которым с которыми вы себя отождествляете. Если вы себя отождествляете с светлыми силами, тогда тянитесь к светлым энергиям и используйте эзотерические эгрегоры и техники светлого характера. Если вы себя ассоциируете с темным человеком, используйте соответствующие эгрегоры. Но минимизировать боль, ну, в принципе, знаете как, здесь, если с точки зрения светлого практика, да, то возможно ограничивать себя от темных сил. Почему-то такой совет. Что вы получаете на выходе, когда достигаете города на горизонте? Ну, вы как минимум перестаете жертвовать собой, овца это жертва часто, и перестаете быть слабым человеком, возможно, которым либо пользуются, либо человеком, который попадает в какие-то ловушки или ситуации, в которых просто больно. То есть вы избавляетесь, по сути, от боли и страдания. Ну, где-то, возможно, карма, которая была у вас тяжелая, она превращается в более какую-то более легкую, и жизнь становится более беспечная, более свободная и, возможно, менее трудная и более самодостаточная. Пока вот так вот идет. Хорошо. Что чувствуете сейчас? Можете поставить на паузу, написать в комментарии. И лучший комментарий, как всегда, получит сердечко. Хорошо. Давайте позиция номер 3. Какая тайна? Здесь действительно тайна тайн, но здесь больше о чем-то скрытом. Часто эта карта говорит о зарождении чего-то тайного. Часто эта карта говорит о чем-то плохом или о каких-то негативных предчувствиях. Давайте пока что будем рассматривать эту карту в контексте негативных предчувствий, просто как предупреждающую карту о том, что мы находимся с вами в точке, где некомфортно, в точке, где или в ситуации, в которой непонятно, как она может развернуться. И давайте посмотрим, что за тайна. Тайна обмана может открыться вам. Часто Луна — это еще что-то скрытое. Кто-то хитрит с вами. И таким образом он достигает какого-то своего результата. Эта хитрость и этот обман влияет в конечном итоге на ваш результат. Это может касаться мужчины, это может быть касаться мужчины, который воюет или ведет какую-то борьбу. Возможно, это мужчина вас и обманывает, нужно смотреть по ситуации вашей конкретно. Но связано это и с мужчиной, который ведет борьбу.
И связано это, ну, это Лили, это тоже король мечей, кстати, это, скорее всего, это один и тот же мужчина, но мужчина может быть где-то на войне, возможно, или ведущий борьбу, и, возможно, мужчина где-то достигает своей цели с другой женщиной. Смотрите, если вы подозреваете какого-то мужчину в том, что он врет вам по этой комбинации, если вы делали ставку именно на эту карту, здесь вам максимальный резонанс. Но, тем не менее, если вы знаете, что мужчина как бы не находится в треугольных отношениях в этом случае, тогда здесь мужчина, которого вы любите и любит вас, но он вам говорит неправду, просто понимаете, в чем дело. Но смотрите, здесь идет обновление, какое-то обновление. И этот период вы уже прошли. Здесь зимнее солнцестояние, июль. Вот, 22 декабря у нас уже прошло. То есть, как бы, знаете, у меня такое ощущение, что изменить ничего, исправить вы ничего уже не можете. То есть, этот человек, если вы надеетесь, что он перестанет, например, вам врать, этот мужчина с мечом, да, которого вы там испытываете какие-то чувства, то вряд ли. То есть, как минимум, этот период уже прошел. Ну, здесь, знаете, как выпадает карта аборта. Аборт это, ну, как бы сброс все равно, то есть прерывание некое. У меня такое ощущение, что карты просто хотят вас предупредить. Будьте осторожны в отношениях. Возможно, их требуется поставить либо на паузу, либо прервать. Слышите, приврать. А почему лисица привирает? Да, и я привираю, как бы говорю, да. Почему? Потому что здесь карта такая, да. Она о прерывании, да, она о остановке какой-то внезапной. И серп — это отсечка, остановка, потеря, утрата. И здесь беременность, и здесь аборт. То есть получается, как будто бы идет сброс либо отношений, либо беременности, либо продолжение или намерение продолжать отношения. Давайте спросим все-таки о прекращении чего. У меня пока идет как бы прекращение жизни или беременности, я имею в виду, именно беременности. Метла. Здесь избавление от чего-то, то есть, ну давайте так, это не прекращение беременности или не прерывание ее, а просто идет какой-то поток, как будто бы вам нужно от чего-то избавиться в этих отношениях, как минимум от неправды и, возможно, от, ну, может быть, какой-то наивности в этих отношениях, что ли. Почему-то у меня это идет. И, возможно, стоит или прервать, или поставить на паузу эти отношения, как минимум для того, чтобы очиститься от всего, что эмоционально находится внутри вас. Вот это вот рождается сейчас у меня, да. Почему, да? Ну, возможно, нужно быть очень-очень аккуратным с вынашиванием ребенка здесь, в этом раскладе. И, возможно, если вы планируете рождение ребенка, вдруг слушаете этот расклад, то искусственные роды или кесарево здесь, скорее всего, будет более выгодно, нежели, или более безопасно, нежели естественный процесс. Вот почему-то этот вот поток у меня сейчас идет, и он достаточно такой сформированный. Поэтому попробуйте услышать свое, попробуйте еще раз переслушать, потому что здесь такой болезненный расклад. И как минимум неправда, обман, ложь мужчины здесь может поставить жирный крест или жирную точку в отношениях. Ну и будьте внимательны ко всем вопросам, которые связаны с перинатальным периодом и процессом рождения, а также возможным прерыванием беременности. Да, вот это все сюда нужно и важно услышать прямо сейчас. Вот такие вот тайны. Хорошо. Следующий расклад. Давайте посмотрим.
Тайна номер 4. Тайна номер 4 касается матери, мамы, материнства и семьи, вашего родительского дома. Давайте посмотрим. Каким-то образом что-то связано с судьбой. И каким-то образом связано с человеком, который за вами наблюдает. Особенно если вы женщина, рак, скорпион или рыба. Что-то связано с эзотерическим аспектом здесь. Рыбы, рак и рыбы, скорпион — это ближе к эзотерике. Давайте пока посмотрим. Какой-то мужчина наблюдает за вами. Какой-то мужчина либо делает ритуалы, либо готовит ритуал для вас. У вас с этим мужчиной, скорее всего, уже состоялся разговор. Что-то касается вдовы. Если вы не вдова, то, может быть, есть женщина-вдова в вашем поле. Может быть, это ваше вдовство, что вы не можете или не хотите выйти, или не получается войти в отношения. И здесь выпадает аркан Сглаз, да, а Сглаз у нас о каких-то неприятностях, связанных с отношением, как минимум. Смотрите, здесь такая тайна, что у вас должен состояться разговор с неким звездочетом, да, или с мужчиной, который имеет отношение к эзотерике. И вы с ним будете обсуждать ритуал, обряд и ритуал. Вот он разговор. Возможно, вы будете общаться по телефону, может быть, как-то иначе, может быть, это очная будет встреча. Но есть некие проблемы у вас в отношениях, как минимум Сглаз, або пристріт украинскую, да, или вдовство. То есть вдовство — это или потеря отношений постоянная, либо уход из жизни партнера, либо постоянные неудачи, крах, да. Ну, как вариант, да. То есть самая легкая версия просто не получается, и самая тяжелая — это просто выход на тот свет партнеров. Такое часто бывает. И здесь вот этот Сглаз, поэтому, скорее всего, есть некие проблемы, которые нужно снимать, если они такие есть. Если у вас этого ничего нету, то нужно просто быть как минимум на связи всегда с любимым человеком, ну, который может где-то рисковать своей жизнью, ну, по каким-либо другим причинам. То есть, как минимум, чтобы не стать вдовой, да, вам нужно как будто бы укреплять энергетику и проводить ритуал на защиту вашего любимого человека из вашей семьи. Кто это? Ну, скорее всего, это может быть муж, потому что вдова, может быть сын, может быть родители, потому что родительский дом. Слышите? То есть очень скоро вы будете решать вопросы эзотерического характера с мужчиной, который имеет отношение с высшими силами, и обсуждать это. И это будет касаться либо вас лично, либо близкого вам человека, либо ваших родителей, либо ваших детей. Давайте еще посмотрим, что здесь. То, что будет происходить с вами, может быть бумерангом вам за прошлое, поэтому это как будто бы неизбежные события, где вам придется просто защищаться даже в конечном итоге. И эти ритуалы могут быть направлены на защиту, о которой я уже говорил. Дон Жуан, может быть, говорит о том, что есть какие-то грехи у вашего мужчины, ну или у вас, связанные с каким-то другим мужчиной. Всадник говорит о том, что встреча будет. Здесь очень много мужской энергии, очень много мужской энергии. Бумеранг, кстати, тоже мужская энергия. И это говорит о том, что вам откладывать эту встречу, эти обсуждения уже не стоит. То есть, чем раньше вы это будете делать, тем лучше.
Есть мысли, скорее всего, вы об этом уже думали когда-то, и сейчас, в принципе, этот расклад может вас наводить на те же самые мысли, которые посещали вас совсем недавно. Может быть, вам это снилось, может быть, где-то вы слышали в другом раскладе. Может быть, вы просто, как бы настроены на это, и у вас были какие-то предощущения этого, да? И в этом и есть ключ, в этом и есть смысл всего расклада. Есть некие грехи у вас, возможно, да, вы сами знаете, особенно если здесь женщина, да, смотрит этот расклад. Может быть, у мужчины какие-то есть грехи с другой женщиной, то есть могут быть какие-то любовные отношения. И может быть, есть некий мужчина или очень близкий человек, сын, дочь, мама или муж, который потребует некого ключевого решения, которое будет происходить в связи с мужчиной-звездочетом, магом, эзотериком, обрядом, ритуалом, который будет направлен либо на коррекцию ваших неудач в отношениях, либо неудач тех людей, которых может объединять карта Вдова и карта с глаз. Но вот такая интересная тайна. Сегодня немножко мистики у нас, да, в раскладах присутствует. А не немножко, а так. Но это такая колода, она как бы на все сферы жизни. И последняя карта, позиция номер 5 и тайна номер 5, которая открывается, она касается именно мужчины. Мужчина здесь как минимум Скорпион. Такой, пытающийся стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, свое настроение. Такой достаточно сложный мужчина. Также он может быть раком, и также он может быть рыбой. Рядом вот этот расклад. Если вы выбрали чисто 5-й расклад, посмотрите его отдельно и одним глазом можете послушать вот этот, потому что карты очень близки друг к другу, да, по сути, по своей. Как бы из одного аквариума. Что же касается этого мужчины? Давайте спросим, что это за мужчина такой, да? Что за мужчина? Что за мужчина такой? А мужчина-то непростой, его нужно изучать, вы его до конца-то не знаете, поэтому, скорее всего, это либо новый мужчина, с которым вы еще не встречались, либо ваш мужчина, которого вы знаете вроде бы как, но как выяснилось, вы его нифига не знаете. Это раз. Хорошо, дальше. Что за мужчина? Мужчина, возможно, одинокий, но как минимум он, возможно, одинокий, но вам-то надо и изучать этот момент, а одинокий ли это мужчина. Поэтому если вы встретили вроде бы как одинокого мужчину, вдруг недавно, а вы как бы поизучайте, пожалуйста, по-настоящему ли он такой одинокий. Тут как предупреждение. Хорошо. Вас ждет путешествие, возможно, встреча с неким мужчиной, возможно, даже встреча с мужчиной в дороге. Но вот вопрос, а одинок ли он? Хорошо. Здесь огненная саламандра. У вас может вспыхнуть страсть, особенно в женщине, к мужчине. И ваше сердце может вдруг внезапно, без вашей воли, раствориться в бокале этого короля кубков. Огненная саламандра. Те, кто ищет отношения по формату пламенных близнецов, будьте внимательны и осторожны, очень скоро может пробить ваш час. То есть вы можете впрыгнуть в пламенно-близнецовые отношения. Вот она, огненная саламандра. Особенно женщина, которая либо ассоциирует себя с огненной стихией, либо женщина, которая имеет знак зодиака Овен, Лев или Стрелец. Далее. Маятник что-то говорит о том, что придется контролировать свои энергии и анализировать энергии, в которых вы находитесь. Будьте осторожны. Предупреждение. Вас ждет очень сильная эмоция. Эта сильная эмоция маятником будет вас качать. Поэтому вас ждут некие эмоциональные качели. Возможно, вы в них уже находитесь с этим мужчиной, который сперва вроде бы как
не сильно заинтересовал вас, потом сильно заинтересовал вас, потом поглотил вас, растворил в себе, а теперь качает вас как маятник, и ваши эмоции выплескиваются наружу. Поэтому будьте тоже настороже. Все-таки вас ждет встреча, которая может действительно вас закружить и закачать. И будьте осторожны, мужчина, который может оказаться одиноким, казаться одиноким. Будьте осторожны, мужчина, который может казаться одиноким, может быть либо очень сильным ревнивцем, либо иметь скрытую женщину, которая будет очень яркой конкуренткой вам, соперницей. Вот поэтому здесь расклад и открывается у нас книгой, и вам нужно быть очень аккуратной, очень неспешной в принятии решений. Почему? Потому что мужчина может быть действительно судьбоносный, действительно ваш, и чтобы все не испортить, а вот этот расклад, он рядом с вами, и вы его тоже можете одним глазком посмотреть. И чтобы все не испортить, здесь есть элемент с прошлого расклада, и он называется маятник. А кто этот элемент из прошлого расклада? Если вы не видели 5-й, 4-й расклад, то посмотрите. А 5-й, каким-то образом может быть связан с тем персонажем, который касается женщины. Вас, если вы смотрите как женщина. Понимаете? Если смотрит мужчина, то он рискует, особенно одинокий мужчина этот расклад смотрит, то он рискует найти себе партнершу очень такую пламенную, давайте так сказать, огненную, но очень ревнивую женщину. То есть такую страстную, что эта страсть может и мешать ей и в отношениях, да, с ним, с этим мужчиной. Здесь есть некие страхи, поэтому мы пока эти страхи отнесем к сомнениям, которые в книге. Здесь есть сирота, и мужчина может быть даже сиротой, а может быть действительно одиноким. И здесь есть корона, мужчина, который идет в вашу жизнь, он может сыграть очень важную роль и быть, по сути, судьбоносным мужчиной. Мы видим здесь 6 и здесь 3, 2 хороших очень цифры, и видим 9, это достижение цели. Поэтому очень скоро мужчина может найти женщину, а женщина может найти мужчину. И для того, чтобы у них дальше все было хорошо, нельзя делать поспешных решений. И все нужно обставить очень красиво, аккуратно, с умом, грамотно. И давайте так скажем, с серьезным подходом к важному делу, возможно, которое может стать делом всей жизни. Настоящая корона на кону очень скоро может оказаться у ваших ног или у ваших рук. Вы пока что об этом не знаете. Но карты, благодаря нашей сегодня с вами встрече, как раз и спешат сообщить вам, поведать эту тайну и дать вам понять, что вам важно знать прямо сейчас. Світла вам та вашому всесвітові, і берегите себя, любите себя, и помогайте силам света бороться с силами тьмы. И тогда вы обязательно никогда не пожалеете о том, что вы сделали добро. Все будет хорошо. Оставайтесь на связи и до встречи. Пока-пока.